Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Как всегда, воскресенье, как всегда, вечер. Проект Forex Times и я, Дэн Стрелков. И уже традиционно приглашаю вас в комьюнити Forex Times. Приходите. В комьюнити вы найдете торговые сигналы, торговые идеи по волнам Ральфа Эллиота на основе волн Ральфа Эллиота, также прогнозы по данным Чикагской товарной биржи, также чат и также обучение. И на самом деле в торговых сигналах вы найдете не только уровень входа, уровень стоп-лосс и тейк-профита, а также я всегда указываю, с каким риском в процентном отношении относительно вашего депозита или относительно вашего баланса счета входить в рынок, то есть указываю на процент риска с точки зрения математики управления капиталом по той простой причине, что даже если у вас будет прибыльных сделок менее 50%, вплоть до 40%, кстати, у очень крупных хедж и инвестфондов процент прибыльных сделок доходит вплоть до 30%. Представляете? Прибыльных сделок всего 30%, убыточных 70%. Но так как профессионалы, которые работают в этих фондах, они прекрасно знают, как управлять капиталом, то фонды показывают положительную динамику. Поэтому, если вы не знаете, как управлять своим капиталом, что такое математика управления капиталом, а это самое, подчеркиваю, это самое важное на рынках, приходите в комьюнити Forex Times. Я вас научу, я вам расскажу, покажу, чем мы занимаемся в комьюнити. Я уверен, вам понравится, никто не останется равнодушным. И присоединяйтесь к комьюнити Forex Times, никогда об этом не пожалеете. А сегодня, как всегда, евро, золото и бонусом будет австралийский доллар, так как там образовался вероятный паттерн на вход в рынок в виде начального диагонального треугольника. Ну что же, поехали по евро. Ничего не изменилось за неделю. Опять же, остается три варианта. Третий вариант немного натянутый. Ну, первый вариант – это начальный диагональный, прошу прощения, конечный, конечно же, диагональный треугольник. Один, 2, 3, 4, 5. Собственно, не хватает у нас восходящей бычьей пятой волны в направлении уровней 1.21, 1.21.50. Там у нас было крупное скопление, очень крупное скопление опционных контрактов. Кол, я, с вашего позволения, все это считать не буду. Конечно же, очень многие могут меня упрекнуть в том, что Дэн, слушай, ну так экспирация ж по этим опционным контрактам уже прошла. Да, я согласен, вот экспирация по этим опционным контрактам уже прошла там с вероятностью процентов 99. Но, как я всегда повторяю, выражение из одного хорошего сериала «Север помнит». Так и я всегда говорю про то, что цена помнит, где были крупные скопления опционных контрактов, будь то call или будь то put, и цена обязательно с огромной вероятностью туда сходит посмотреть, а не осталось ли там еще чего-нибудь. Так вот, это был первый вариант. Опять же, друзья, вы поняли, первый вариант с отработкой роста. Второй вариант – это, конечно же, плоскость, так как у нас два зигзага, один из которых обновил максимальное значение, после этого мы должны с вами получить импульс. Но так как у нас движение вниз началось с зигзага, соответственно, прошу прощения, здесь мы можем с вами увидеть конечный диагональный треугольник. Тогда плоскость будет завершена, и после этого рост. Данный вариант мне нравится очень по той простой причине, что я вижу крупное скопление опционных контрактов в put, которая цена еще не отработала, и я бы с удовольствием увидел здесь именно конечный диагональный треугольник, чтобы отработать это крупное скопление опционных контрактов в put, и после этого со свободной душой выйти уже наверх. И вариант номер три, как предполагают наши американские коллеги, собственно, симметричный треугольник с волнами А, Б, С. Сейчас у нас образуется волна D, потом Е,
и выход вверх. Друзья, вот обратите внимание, какой бы вариант я ни изобразил, у нас всегда есть выход вверх. Поэтому вы можете вообще больше не смотреть никакие прогнозы, подключайте математику управления капиталом и просто начинаете выставлять ордера раз, потом отложенный ордер 2, отложенный ордер 3. И, собственно, разумеется, со стоп-лоссами, собственно, разумеется, вы обязаны грамотно рассчитывать, уметь грамотно рассчитывать объем ордера, а не просто так, как мне очень-очень часто заявляют некоторые подписчики из нашего комьюнити, говорят, смотри, ну вот я вхожу 0,1 лотом, это значит типа 1%, а 0,2 это 2%. Я говорю, конечно же нет. Потому что размер лота зависит от размера стоп-лосса и риска. Это процент от вашего баланса торгового счета. Если вы не знаете, где выставить стоп-лосс, и вы понятия не имеете, каким риском вы в данный момент хотите войти в рынок, то вы никоим образом даже не сможете узнать, с каким объемом вам необходимо в этот, собственно, рынок входить. Поэтому еще раз говорю, математика управления капиталом – это самое важное. Присоединяйтесь к комьюнити Forex Times, я вам про это все расскажу. Золото. По золоту так много вариантов, что я, конечно, сейчас все расскажу, но как их отрабатывать, это уж там на свой, как говорится, страх и риск. Первый вариант, конечно, один из основных, это то, что у нас на самом деле рост еще не закончился, образовалась только четвертая волна, и в данный момент мы выходим на пятую волну роста в направлении уровня 4500. И, собственно, трендовая линия нам так прямо вот красиво на это намекает, что пока я цену вниз пускать не собираюсь. И ежели этот вариант рассматривать, то получается у нас здесь куча всяких растяжений. Давайте, наверное, на часовом таймфрейме будет проще посмотреть эти растяжения. Сейчас мы их посмотрим. Да, здесь будет проще посмотреть. Собственно, теория такова, что у нас образовалась коррекция и теперь выход. Бычий импульс волны 1. Далее коррекция волны 2, далее начальный диагональный треугольник волны 1 младшего порядка, волна 2 младшего порядка. И сейчас мы устремляемся вверх в волне 3 младшего порядка, потом 4, 5, и это только волна 3 старшего порядка. Вот это вот раз, прошу прощения, раз, два, три. И потом еще 4 и 5, собственно, 4500. Жди нас, пожалуйста, жди и не волнуйся. Но это один из основных принципов. Запомнили, вверх. Но есть здесь маленький косяк. И этот косяк, как отметил один наш коллега, собственно, симметричный треугольник, друзья. А вот этот треугольник. И с ним есть беда. Он может как отрабатываться вверх, так и отрабатываться вниз. Сперва вверх. Импульс волны А. Почему импульс волны А? Потому что треугольник – предпоследняя волна. А значит, А, Б, С, Д, Е волны Б и импульс в волне С. И это все коррекция на что? А вот теперь внимание. Либо А, Б, С. Здесь будет W, здесь будет X, и цена улетает дальше вниз на зигзаг волны Y. Либо, друзья, если... прошу прощения. Либо, если на самом деле рост закончился не на этой волне, а вот здесь, то у нас получается импульс вниз волны А или 1, потом коррекция волны B или 2, и потом вниз, и это вниз может быть очень и очень далеко. На самом деле очень-очень-очень неприятно для тех, кто хочет покупать. Но, как я сказал, треугольник можно отработать еще и вниз. То есть, посмотрите, по треугольнику у нас еще рост может быть.
Но не в небеса, не к уровню 4500, а, собственно, 100% 161,8 от данной импульсной волны. Но треугольник также можно отработать и вниз. А, собственно, каким образом? А вот таким. Вот у нас идет импульс, либо, опять же, друзья, либо зигзаг. Здесь очень непонятно, с какой вершины мы будем начинать с вами счет. Далее треугольник А, Б, С, Д, Е. Следовательно, если у нас зигзаг W, если импульс волна А или 1. И после этого треугольника опять же полет вниз. И полет вниз большой, вы посмотрите. Вот на такую величину. Либо это будет зигзаг, ну практически такая же величина, либо импульс, то есть далеко вниз. А вот теперь вопрос, а что же нам делать? Я бы не делал бы ничего, я бы очень сильно еще посмотрел, как тут ситуация будет развиваться. Но ежели у вас очень сильно чешутся ручки, предлагаю выставить отложенный ордер buy stop сюда и стоп-лосс можно вот сюда вниз. И одновременно с этим выставить отложенный ордер sell stop и стоп-лосс сюда. Логика очень проста. Если действительно это у нас треугольник, и он отрабатывает вниз, цена летит далеко вниз, получаем нормальную прибыль, уже смотрим, какая фигура образуется. Будет ли очень глубокая коррекция вниз, или же это уже начинается нисходящий импульс. То есть очень сильно будем смотреть, но цене надо пролететь достаточно большое количество пунктов. Если же это у нас треугольник, который будет отрабатывать вверх, да, у нас будет отработан уровень стоп-лосса, но, внимание, можно будет после того, как цена вырастет, вывести просто-напросто стоп-лосс. Прошу прощения, здесь buy-stop, я немножко заговариваюсь, да. Не стоп-лосс, конечно, а buy-stop. Вот, будет отработан buy-stop. И после того, как цена уйдет в рост, можно будет уровень стоп-лосс перевести в безубыток. Выставить его на уровень открытия ордера. А если же все это дело на самом деле растянутое бычий импульс, то есть растяжение волна 1, 2, потом волна 1 младшего порядка, 2 младшего и вверх, прекрасно. Сработает уровень buy stop, и цена полетит вверх. Вы уровень стоп-лосс переведете в безубыток, чтобы у вас голова не болела, и будете наблюдать за поведением цены. Друзья, по-другому здесь как-то сработать никак не получится. Единственное, что если у вас в голове живет маленький таракан по имени жадность, вы можете поступить еще более интересно. Buy stop можно выставить вот здесь, стоп-лосс вот сюда. И точно так же выставить sell stop. Sell stop сюда, а вот сюда стоп-лосс. Вот таким вот образом. У вас стоп-лосс получится гораздо меньше, немного рискованнее этот выход в рынок, но стоп-лосс будет меньше, и самое главное, если цена действительно полетит вниз, вы получите прибыль гораздо интереснее, это во-первых, но здесь не вниз смысл весь, а вверх. Если цена полетит вверх, вот здесь вы выставляете buy stop, а сюда стоп-лосс. Если цена полетит вверх на расстоянии 100%, Фибоначчи по первому импульсу, так, вот немножко еще вниз и вверх, вы переведете уровень стоп-лосс в безубыток, и дело в том, что если это коррекция, и цена развернется резко вниз, вы убыток не получите. А если это будет растяжение, то цена не вернется вниз, чтобы перекрыть данный импульс, потому что если цена его перекроет, то в таком случае это было что? Правильно, это треугольник с отработкой вверх. Раз, два, три, и цена уже разворачивается в обратную сторону. Вот таким образом
можете отработать данный торговый инструмент. Прошу прощения, что так много времени потратил на него, но действительно здесь есть тонкий момент, на котором можно заработать. Австралийский доллар, друзья, исключительно смотрим вверх. У нас начальный диагональный треугольник в волне, скорее всего, А, и далее с большой вероятностью, даже не знаю, но, скорее всего, здесь у нас образовался треугольник. Или образуется, друзья, треугольник, а именно А, Б, С, Д, Е. Поэтому в данный момент, даже если я не прав по поводу треугольника, то, друзья, я могу натянуть сову на глобус таким образом: волна А, потом волна Б, и это импульс волны 1, коррекция волны 2, и мы разворачиваемся вверх. В любом случае, как вы видите, я показываю раз, два, три, четыре, пять, показываю вверх. А теперь интересный момент в том, что с большой вероятностью у нас образовался начальный диагональный треугольник. Собственно, я правила проверил, здесь все правила подходят. Раз, два, три, четыре, пять. А значит, выставляем отложенный ордер buy stop и стоп-лосс под минимум четвертой волны. Стоп-лосс. Вот таким вот образом можно прямо при открытии рынка попробовать отработать данный торговый инструмент. А чтобы вы видели цели, я вам покажу данные Чикаго. Я думаю, вы сразу поймете, где. О, какая красота! Значит, очень красивое скопление опционных контрактов в call, причем профессионалы не забывают, а накидывают, накидывают и накидывают. Плюс максимальный открытый интерес по call опционным контрактам при падении цены. Наоборот, его переписали профессионалы вверх, и на данный момент он там и остается. Поэтому для цены очень вожделенный, собственно, диапазон 0,68, 0,68, 50. Ну вот здесь все, в принципе, достаточно просто. И опять же таки, друзья, если цена продолжит снижение, следовательно, цена, скорее всего, будет снижаться уже в рамках плоскости. Раз, два, три, раз, два, три. И здесь уже будем искать импульс, например, конечные диагонального треугольника, как по евро. Но в любом случае, вот ставлю много восклицательных знаков. В любом случае, пробуем разворачиваться в направлении диапазона 0,68, 0,6850. Подключите математику управления капиталом, получите хорошую прибыль. Вот три торговых инструмента: евро, золото и австралийский доллар, по которым действительно по золоту и по австралийскому доллару можно очень неплохо войти в рынок, а по евро все-таки, конечно, очень хочется, но очень хочется еще снижение, чтобы, опять же таки, посмотрите, друзья, раз, два, три, W, связка X и раз, два, три, волна Y, у нас получается двойной зигзаг, отрабатываем все скопления опционных контрактов в put, а здесь скоплений более чем на почти на 2 миллиарда долларов. И отсюда уже разворачиваемся в направлении 1.21, 1.2150. Очень хочется увидеть двойной зигзаг и вот эту волну C в волне Y. Ну что ж, друзья, спасибо огромное. Еще раз в конце, как всегда, уже приглашаю в комьюнити Forex Times. Это мы с вами только что рассмотрели 3 торговых инструмента. В комьюнити мы рассматриваем 12 торговых инструментов. Тем более, что у нас в комьюнити есть чат. Вы в чате реально можете узнать информацию и по другим торговым инструментам. Мы можем ее опять же таки обсудить. Но я люблю работать с теми торговыми инструментами, по которым у меня есть данные Чикагской товарной биржи. И данные не просто контракты, put или call в объемах. Нет, я их перевожу на реальные деньги, друзья. Потому что когда вы просто смотрите количество контрактов, ну посмотрели вы количество контрактов, если на Чикаго вы действительно видите там 5000
контрактов в пут, то да, это огромная цифра. Но бывает такое, что, например, вы видите 100 контрактов put и 100 контрактов call. Казалось бы, количество контрактов одинаковое, но так как страйки, по которым эти контракты были проданы, абсолютно разные, и, например, по контрактам call страйк находится очень далеко от текущей цены, то стоимость этих контрактов будет гораздо выше, чем стоимость контрактов в put. То есть количество контрактов одинаковое, стоимость бабла, которая вкинули в эти контракты, она абсолютно разная. Так вот, я контракты перевожу в деньги непосредственно, чтобы видеть, вот, например, 615 миллионов долларов, 163 миллиона долларов и так далее, чтобы непосредственно видеть, сколько компании, банки, хедж, инвестфонды, частные управляющие, сколько они денег именно засунули в опционные контракты, чтобы видеть все в деньгах. Количество контрактов это хорошо, но деньги это лучше. Так что приходите в комьюнити Forex Times, вы будете видеть вероятные торговые, собственно, стратегические уровни, к которым цена придет с наибольшей вероятностью, опять же, исходя из данных Чикаго, и, разумеется, мы к ним накидываем не наоборот, мы не берем волновую теорию Ральфа Эллиота, а потом смотрим контракты. Нет, мы смотрим контракты, мы смотрим, что делают лучшие из лучших в мире. Чикагская товарная биржа – самая крупная биржа в мире. Там тусуются лучшие из лучших. Так вот, мы научились за ними подглядывать. Сначала мы подсматриваем, что они там думают о себе, а потом мы уже накручиваем волновую теорию Ральфа Эллиота. Вот, например, у нас появились 2 дня назад, прошу прощения, на прошлой торговой неделе на уровне максимального открытого интереса по call опционным контрактам, которые являются уровнем сопротивления, put опционные контракты. Вот, например, я вам покажу раз, два, они являются уровнем поддержки, call опционные контракты являются уровнем сопротивления. Так вот, когда уровень сопротивления находится ниже цены и достаточно долгое время здесь находится, плюс профессионалы на него накидывают еще опционных контрактов, пут на сумму 146,77 миллионов, это говорит нам о том, что мы же на прошлой неделе видели, что по данному торговому инструменту лучше продавать. И пунктов 200-250 я в комьюнити давал профит, что можно забирать. И в данный момент могу сказать, гадалки не ходите, этот уровень будет отработан. По крайней мере, могу вам показать на примере вот этого уровня. Цена пробивает максимальный открытый интерес по колл-опционным контрактам, который является уровнем сопротивления, он давит цену вниз, а профессионалы на Чикаго не переписывают его вверх. Они остаются на одном месте. И цена благополучно этот уровень тестирует. То же самое и с уровнями, конечно же, максимального открытого интереса по пут-опционным контрактам. Если цена пробьет такой уровень, он у меня синим цветом изображен, и уровень останется на, прошу прощения, не в ту сторону пробития написал, вниз пробьет, но уровень останется вверху, то с большой вероятностью цена развернется и пойдет его тестировать. Это маленькие секреты данных Чикаго. Приходите в комьюнити Forex Times, вы все это узнаете и будете видеть все данные, собственно, у нас в комьюнити в чате. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Всем классного вечера, всем пока-пока.